Сегодня 4 октября, я покидаю Тулузу. В принципе, все вот так вот. Хочу зайти в Карфур. Тут чуваки сидят с собаками. Бабки собирают, видимо. А до рейса осталось где-то около 3 часов. В принципе, отсюда нужно еще пройтись пешочком минут 10. И оттуда можно на трамвай будет доехать. Примерно такая улица в Тулузе. Стоп, а где вход-то? А вот вход. И чуваки сидят. Значит, заходим в Карфур. В принципе, мне он за что нравится Карфур, то что у них тут есть печка микроволновая. И розетки можно подзарядить свои гаджеты. Мне осталось где-то 2 часа до самолета. Я гуляю по Тулузе до точки отправки в аэропорт. Примерно такая улица. И я пытаюсь найти места, где табачные киоски, чтобы купить там какую-нибудь открыточку. Мне стыдно с пустыми руками ехать. Ну ладно. Сейчас что-нибудь найдем, если то купим. Не найдем, пофигу. Итак, дело сделано. Купил 2 открыточки небольшие. Сейчас поеду в аэропорт. Вот как раз мой трамвай. Через 2 минуты пойдет в моем направлении. Итак, собственно, я прибыл в аэропорт. У меня вот такой вот аэропорт. Мне нужно на бординг B. Регистрация мне не нужна, я уже зарегистрировался. Мне обязательно теперь уйти на посадку и пройти успеть досмотр. Вот он B. После этого, я не знаю, 1 минуту идти пешком. Вот такой вот аэропорт. Air France. Но я лечу самой дешевой авиакомпании Ryanair. А вон туда бординг направо. Итак, я пришел в B. А мне сказали, что иди-ка ты в D. Мне еще идти 3 минуты туда-назад в обратном направлении. Не очень приятно. Я уже чувствую, что это low-cost, самый настоящий. Еду, надеюсь, не будут отбирать. И рюкзаки мерить. Потому что не люблю я это дело. Итак, меня досмотрели, отобрали топор возбуждающий. И теперь я не знаю, из какого гейта мне вылетать. Вроде как есть тут Варшава, Варсове. Указано отправление, но гейт неизвестно какой будет. Так, я простоял в горячем коридоре, теперь вышел на улицу. Короче, вот он мой самолет. Сейчас буду заходить, посмотрю, что мне скажут. Я думал, они будут мне мозги сейчас трахать со съемкой. Как ни странно, нет. Значит, я сижу на проходе, это говно полное. Так, в общем, вот такой вот самолет у меня Ryanair. Людей очень много. Я, соответственно, лечу. Уже где-то 40 минут по расписанию осталось до посадки. Что-то объявляют там, я не понимаю. Плохо слышно. В принципе, тут повсюду реклама. И еда вся только за деньги. Но зато всего 17 евро, что не так и плохо. До 17 евро, я считаю, нормально. Итак, я вот тут вот лечу, что-то турбулентность достаточно сильная. Не то, что прям очень, но трясет. В принципе. Вот так вот самолет выглядит. Его трясет тоже немного. Это потому, что в Варшаве сейчас идет дождь. И погода облачная. И мы сейчас заходим на посадку, снижаемся, из-за этого тряска.
Итак, я начал свой обратный путь из Варшавы в Минск. Я пытаюсь найти картонку. А что за вещи такие, хулиганы? Закрыли на замок мусорки. Это же издевательство. Не дают дамстер-дайверам забрать и спасти товар. Ну ладно, я поеду тогда, наверное, дальше. Сейчас доеду до вокзала. От вокзала надо ехать, наверное, в Прагу. Через Прагу куда-то в сторону, ну, на восток города, чтобы там найти машину в сторону Минска. Надо хотя бы не найти машину, которая меня довезет до Тересполя, пересечь границу там, потом ехать уже в Минск. Я отъехал от Варшавы, не знаю, километров на 80 или 90. Встретил одного человека, которого друг тоже любит автостопом заниматься. И мне, соответственно, осталось до границы около 101 километра. Мне нужно добраться до Тересполя, после чего пересечь границу и въехать в Брест. И, соответственно, после этого мне останется ехать чуть больше 300 километров до Минска. Итак, собственно, я приехал на границу. Тут просто огромная очередь из машин. Вон там уже начинают досматривать, поэтому тут, наверное, уже снимать нельзя. Вот такая вот огромная очередь, это просто ужас. И так закончилось мое путешествие до Барановичей тем, что... Нет границы тем, что я нашел машину до Барановичей. И буквально заскочил в уходящую электричку, соответственно, приехал в Минск. В Минске я почти никуда не ходил, только проспал и был очень уставший. Тут очень холодно, всего лишь 7 или 6 градусов тепла и дождливо. К счастью, сейчас дождя нету, и я жду вот эту вот замечательную электричку, которая будет у нас в 5:42. Мне на ней надо проехать где-то 35 минут в сторону Москвы, чтобы выехать из города. После чего я надеюсь начать стопить рядышком. Там надо будет еще немного проехать по М2, чтобы выехать на М1. Такой вот электропоезд белорусский, вот написано БЧ. В остальном, в принципе, ничем не отличается от наших российских. Вот, в принципе, это электропоезд переменного тока, контактная сеть переменного тока, очень огромные резисторы на крышах. В целом я больше не вижу разницы особо по сравнению с московским. Еще в другой цвет все выкрашено. Выкраска дверей похожа на московское метро. Итак, за 20 минут нас решили спустить в электричку. Так вот выглядит электричка. Такие вот плакаты «Перестаньте пить». Тут в середине электропоезда вот такая вот подстанция, будка. Она еще и гудит, там по-любому трансформатор стоит, потому что это электропоезд переменного тока. Что еще тут? Ну, курение запрещено, в остальном отличий почти нет с подмосковными электричками. Не удивлюсь, если это сделано на Демиховском машиностроительном заводе. Ну ладно. Сяду где-нибудь тут. Зато тепло. Итак, я с трудом выехал из Минска. Ну, нормально, на электричке отъехал. В принципе, еще меня подвезли. Уже где-то 8 километров поступил. Тут осталось до Москвы 680 километров. А до Орши 178. Итак, я с горем пополам приехал в Рашку. Вот так вот тут все выглядит. Ездят машины. Это очередь на границе. Мне надо кому-то попробовать вписаться до Москвы в идеале. Итак, я приехал в Москву. Станция метро Румянцево. Тут многие приезжают из аэропорта Внуково. Таксисты стоят, а мне надо зайти в метро.
Сейчас сажусь в метро и еду назад домой. Так, вот она, станция Румянцево. Я тут впервые, но выглядит прикольно. Оформлено в стиле хай-тека. Так, значит, после Минска просто столица. Все чистенько. Ну ладно, я поехал.